Приветствую всех, кто это смотрит. И сегодня мы поговорим о... Так, что случилось? Ну что это все такое черно-белое? Ясно, меня опять затянуло в прошлое. А значит, сейчас я буду показывать вам ретроспективное видео, которое было записано в августе прошлого года. И тогда мы решили проверить один довольно известный трюк, позволяющий ловить покемонов в загородной области при помощи такого игрового предмета, как инсенс. Ну и перед тем, как начать, немного расскажу о том, что вообще это за предмет и как он работает. Этот предмет, если его активировать, он в течение получаса специально для игрока генерирует покемонов рядом с ним. Каким образом он этих покемонов генерирует? Игра смотрит на точки спавна, находящиеся недалеко от игрока, смотрит, каким биомам принадлежат эти точки, и в соответствии с этими биомами генерирует покемонов. Таким образом, если запустить инсенс где-нибудь в городе на улицах, то будут приходить Пиджи, Ратата. Если рядом с водой, то, скорее всего, будут приходить водные покемоны. В общем, в зависимости от вашего окружения, что спавнится непосредственно рядом с вами, то и будет приходить на инсенс. Таким образом, запускать инсенс в городе нет никакого большого интереса. А вот что будет, если запустить его в деревне, где точек спавна вообще нет, вот на этот вопрос мы попытаемся ответить. Теперь что насчет частоты появления покемонов от инсенса? Если включить инсенс и полчаса стоять на месте, то тогда он будет генерить покемонов каждые 5 минут. Если же двигаться, то покемоны будут появляться чаще. Если не ошибаюсь, потолок движения 30 км в час, то есть если двигаться со скоростью 30 км в час, то покемоны будут появляться с частотой 1 покемон в минуту. Если же превысить этот потолок, то покемонов не будет вообще. То есть, если мы будем двигаться со скоростью, приближенной к 30 км в час, то мы сможем использовать инсенс наиболее эффективно и получить наибольшее количество покемонов. Ну, в общем, я примерно описал, как работает этот инструмент. А теперь переходим к самому видео и узнаем, как им можно пользоваться, находясь в загородной области. Сегодня мы продолжим искать покемонов вдали от города, там, где их в принципе может и не быть, а может просто очень мало. И сегодня мы проверим такой трюк, известный на Западе, как Rural Incense. В чем же он заключается? Он заключается в том, чтобы найти место, где ловится интернет, но при этом нет ни покестопов, ни точек спавна покемонов. И включить инсенс. И если при включенном инсенсе достаточно быстро двигаться по такой местности, теоретически инсенс не будет видеть близлежащих точек спавна, и поэтому он будет брать совершенно случайных покемонов из всех возможных биомов. То есть есть неплохой шанс получить что-то совершенно неожиданное, что обычно в наших областях не встречается. И вот мы и проверим, работает это или нет. Ну вот как раз мы и нашли такое место. Вокруг нет вообще ничего, ни покестопов, ни покемонов. Самое время проверить эту теорию.
Да ёпарса ты задолбал. Ну, как видите, теория оправдалась. Сегодня нам удалось, пускай не поймать из-за маленького количества покеболов, но хотя бы увидеть много разных покемонов, которые вообще не встречаются в нашей полосе, в нашем биоме. Так что можно с уверенностью сказать, что этот фокус работает. А здесь мы как раз остановились возле одного из памятников, посвященных жертвам солдат Великой Отечественной войны. И он тоже подтверждает другую нашу теорию насчет отдельно стоящих покестопов, которые теперь генерят точки спавнов.
Ну вот и все. Я считаю, эксперимент был успешным. Покемоны приходили разные. Напоминаю, что было это записано в прошлом году, в августе, то есть еще до того, как в игру была введена система погоды. То есть я пока не могу сказать, каким образом погода повлияет на использование этого трюка. В будущем мне будет интересно повторить запись этого трюка. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, если хотите увидеть еще видео. Пишите в комментариях, если вы уже пробовали провести этот трюк и какие у вас получились результаты. Ну и на этом все. Всего доброго и до новых встреч.